Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему «Любит ли он вас?». Устроим человеку полный разбор чувств. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Выбирайте свою. Тайм-код будет в описании под видео. Загадывайте человека или троих. И давайте будем смотреть, начиная с первой позиции. Так, первая позиция. Ну, как обычно. Итак, посмотрим, любит ли он вас. И первый вопрос, который мы зададим картам: как он сам оценивает свои чувства к вам? Что он думает о своих чувствах, да, вот в его видении, каковы они? Каковы его чувства к вам, в его понимании, в его восприятии собственном? Вы знаете, здесь может быть и нет бабочек в животе, но чувства к вам стабильны. Чувства крепки. Здесь однозначно человек не романтик, здесь он больше прагматик, причем такой даже вот больше реалист. И, во-первых, его чувства основываются на том, что у вас очень много общих точек соприкосновения. Большой отрезок времени, который вы прошли вместе. Вот за спиной либо большой отрезок времени, да, отрезок пути, либо же очень много общего между вами. И здесь, понимаете, он готов смотреть вдаль, он готов идти вместе с вами к новым берегам. Здесь у вас очень много общего, того, что вас связывает. И именно основываясь на этих общих моментах, вы можете идти дальше, и у вас все получится. Именно поэтому его чувства к вам очень стабильны. Четверка жезлов — это то, что вообще никаким ураганом не вычерпаешь, понимаете? Здесь, возможно, ваши чувства начинались с дружбы, возможно, с деловых отношений. То есть здесь была возможность друг друга узнать, оценить. И он будет свои чувства защищать. Он будет свои чувства защищать, он будет защищать то, что ему дорого. Семерка жезлов — это вот именно выстраивание границ. Конечно, он и вам не позволит посягнуть на какие-то там сокровенные уголки его души, да, и не позволит обидеть его чувства. Но здесь основным моментом является еще и то, что он будет защищать вот эти чувства от окружающих. Он никому не позволит обидеть и оскорбить свои чувства, обидеть, оскорбить вас и то, что происходит между вами. А какие истинные чувства у него? Вот что вообще на бессознательном уровне по отношению к вам? Смотрите, почему у вас так много общего? Ну, вы императрица. Вы императрица, вы единственная, вы неповторимая, возможно, даже... Вот если являетесь его супругой, здесь, конечно же, все говорит за себя, да, вы полностью оправдываете свой статус, потому что четверка жезлов, карта императрицы, это действительно карты вот именно стабильности, да, карты того, что нерушимо. И почему между вами так много общего? Потому что когда-то вы ему помогли справиться с какой-то тоской, с хандрой, возможно, уйти из каких-то болезненных отношений, которые его ранили, возможно, забыть какие-то проблемы. То есть находясь с вами, находясь в отношениях с вами, придя в отношения к вам, он научился смотреть на жизнь другими глазами, да, он научился оставлять все плохое позади. И вы на самом деле та женщина, которая является воплощением идеала для него. Но смотрите, здесь по восьмерке мечей ограничения, здесь вот этот статус императрицы, он еще может говорить о том, что вы не свободны, понимаете? Здесь вы можете принадлежать другому мужчине, несмотря на то, что чувства его к вам стабильны, считает он вас идеальной. Если вы принадлежите другому, то он не может свои чувства к вам открыто демонстрировать.
Если же нет третьих лиц, то здесь человеку просто не свойственно выражение открытые чувств. Да, изначально сказала вам об этом, то, что человек у вас не романтик, здесь ему не свойственно вот эти романтические какие-то моменты, вот эти вот, я не знаю, серенады под луной. Он лучше сварит вам кофе, он лучше укроет вас теплым пледом, одеялом. Поэтому здесь сколько бы чувств у него ни было внутри, он их не может выражать в полной мере. А что он вам транслирует, что он вам демонстрирует, да, на уровне подсознания посмотрели, на уровне того, как он это сам все оценивает. Давайте теперь посмотрим, как он это все вам демонстрирует, как он это проявляет. Здесь может быть флирт. Здесь могут быть такие моменты, когда он, знаете, вот как победитель, он будет делать шаги вперед, только в том случае, если он знает, что вы его наградите такими эмоциями, что он почувствует себя, вот знаете, вот прям на коне, да, потому что карта колесницы – это карта победителя, это карта победы, достижения цели. И смотрите, здесь такое чувство, что со временем, если не сейчас, то в ближайшем будущем, в недалеком будущем, из такого, ну так скажем, не романтика, да, из реалиста, из прагматика, ваш товарищ превратится в более чувственную натуру и будет проявлять вам свои чувства, свои эмоции более открыто, более романтично, да. И, скорее всего, это будет связано с переоценкой ценностей. Шестерка кубков – это воспоминания о прошлом. Да, здесь на самом деле человек вас любит, здесь человек вас очень любит. И на сегодняшний момент все идет к тому, что у человека на уровне, в первую очередь, подсознание, наверное, да, здесь происходит вот именно переоценка ценностей, трансформация, когда он понимает, что нужно привносить что-то более такое романтичное. Человек взрослеет, да, карта отшельник – это карта мудреца. Опираясь, полагаясь на моменты из прошлого, возможно, здесь, кстати, всплывут какие-то моменты из прошлого, да, что-то, какие-то, я не знаю, либо ситуации ему что-то напомнят, и он погрузится вот в эти воспоминания, он погрузится в эти размышления, и, естественно, придет к тому, что любовь ее все-таки нужно выражать. Поэтому здесь первая позиция: человек вас любит, чувства у него к вам стабильные, очень даже стабильные, и если сейчас он вам их не выражает в том объеме, в котором вам хотелось бы, очень скоро он станет это делать, потому что, повторюсь, будет ситуация, которая напомнит ему о прошлом, и здесь, как ни крути, человек придет к пониманию того, что нужно действовать несколько иначе, нужно действовать более романтично. Благодарю единички за просмотр, буду благодарна обратной связи. Итак, идем к двоечкам. Идем ко второй позиции. Любит ли он вас? Любит ли он вас? Как он сам оценивает свои чувства к вам? Что он думает о своих чувствах к вам? Вы знаете, здесь какая-то ситуация была, когда ему пришлось включить больше разум, а не чувства. Либо обиделся, либо какая-то ситуация была, которая потребовала от него такого, знаете, трезвого взгляда. Такой ситуации, когда он должен не впадать в какие-то, опять же, знаете, иллюзии, фантазии, а быть реалистом. И на сегодняшний день эта ситуация, да, когда ему пришлось снять розовые очки, когда ему пришлось посмотреть на ситуацию вот именно здраво, трезво, она заставила его прийти в состояние спокойствия. То есть он сейчас либо решил взять паузу, либо решил от чувств, от эмоций отстраниться для того, чтобы они его не сбивали с толку, потому что понимает, что грядут какие-то перемены.
грядут какие-то перемены, и он прекрасно осознает, что отношения с вами по карте Страшный суд, они судьбоносные, они кармические, они несут ему либо какой-то урок, либо проработку каких-то ошибок, которые он совершал в своей жизни, либо в прошлых отношениях, либо в отношениях с вами. И он сейчас будет от вас несколько даже вот отстраняться, отгораживаться, потому что ему тяжеловато. А тяжеловато здесь, потому что, скорее всего, на горизонте замаячила какая-то барышня. Здесь есть еще одна жезловая королева. И знаете, почему ему пришлось включить вот именно здравый рассудок? Потому что он хочет быть победителем. И в какой-то момент вот эта слава, да, туз мечей, карта победы, вкус победы, он начал затмевать ему как будто бы рассудок. И для того, чтобы вот переосмыслить свои эмоции, для того, чтобы дать им объективную оценку, он сейчас отстранился, отгородился и, знаете, ушел медитировать, грубо говоря. Потому что ему нужно и остаться победителем. Ему важно, чтобы его победа не была иллюзорной. Поэтому он сейчас немножечко, так скажем, размышляет над своими чувствами, потому что понимает, что от его дальнейших действий будет зависеть то, будет он победителем, останется ли он победителем, либо проигравшим. А что по поводу истинных чувств? Что на бессознательном уровне у него к вам? Повешенный, считает себя жертвой, истинных чувств своих не показывает абсолютно, и ему сейчас тяжело. Вы знаете, он немножко запутался, это он показывает, что он такой важный, бумажный, а на самом деле здесь он чувствует себя очень нехорошо. По поводу того, что есть еще одна барышня, он испытывает чувство вины. Вам этого он демонстрировать не будет. Он скрывает это даже от самого себя. И он понимает, что он попал в капкан. Понимаете, вот эта победа, она очень мнимая. И ему для того, чтобы остаться победителем, да, для того, чтобы в капкане не остаться, он ушел вот в эту паузу, для того, чтобы над своими эмоциями подумать и поразмышлять. Потому что он считает, что он жертва, понимаете, он между двух огней. Он не вас покорил двоих. Он сам в ловушку попал, понимаете? Не то, что он как кукловод вот марионетками руководит и имеет власть над ситуацией. Нет, он оказался в мышеловке между двух огней. Поэтому здесь ситуация с чувствами очень сложная, безумно сложная. Безумно сложная ситуация, истинные чувства еще раз. Он видит в вас родственную душу. Но эти чувства, они, да, здесь чувства и к вам, и к другой барышне. Здесь безумная симпатия. Здесь вы ему родной человек. И присутствует еще одна барышня, которая идет к нему с эмоциями. И он здесь бедный заблудился. Он здесь как ребенок, понимаете? Ему бы хотелось, конечно же, и там, но он понимает, что он не унесет столько. Руки-загребуки, да, они не унесут столько, сколько нужно. И хорошо, что он понял это вовремя. Очень хорошо, что он это понял вовремя, потому что на самом деле он бы не осилил двоих, да, если бы осилил, потом оказался бы в непрезентабельной ситуации. А что он демонстрирует? Давайте посмотрим, как он выражает, как проявляет, что показывает, какие чувства к вам показывает. Старается держаться, карта Иерофант. Старается, знаете, да, он выражает контроль над собой, власть над собой. Он старается уходить от соблазнов. И Иерофант — это вообще карта духовности. Это карта традиционных отношений, правильных отношений. Это то состояние, когда человек вас очень уважает, и он это уважение демонстрирует, но внутри у него бушуют, кипят страсти. Внутри у него просто ураган страстей. При этом, смотрите, да,
Также он может демонстрировать по карте сила, да, то, что я держу контроль над ситуацией. И он именно для этого и взял вот эту паузу, для того, чтобы этот контроль удержать. Потому что внутри он жертва. Внутри он понимает, что он стал заложником ситуации, заложником обстоятельств. И он старается эту проблему сейчас вот именно внутри себя решить. Глядя на него, вы, скорее всего, даже и не поймете, потому что ему удается от этих соблазнов, от этих искушений убежать. Ему удается пока со своими эмоциями разобраться. Поэтому здесь человек у вас достаточно здравомыслящий. И он понимает, что есть хорошо, что есть плохо. И, скорее всего, найдет он выход из ситуации таким образом, чтобы ему победителем и остаться. Благодарю двоечки. Буду благодарна за обратную связь. Итак, идем к третьей позиции. Любит ли он вас? Троечки. Любит ли он вас? Давайте посмотрим, как он сам оценивает свои чувства, что он думает о своих чувствах к вам. Он считает, что у него очень сильная страсть по отношению к вам. Но в плане глубины эмоций он не уверен. Но смотрите, здесь очень интересное сочетание. Товарищ, он романтиком также не является, так же, как и в первой позиции. У него здесь, знаете, вот такое чувство, что первое, чем вы его зацепили, это страсть. Здесь просто ему снесло голову, он захотел вас съесть, как вкусную конфетку. Но при этом он до конца не понимает, насколько его чувства глубоки. Он, знаете, он как-то не придает особого значения эмоциональной окраске, понимаете? Здесь, опять же, не про бабочки в животе, не про бабочек в животе, но по тройке пентаклей он понимает, он видит все ваши достоинства и понимает, осознает, что лучше вас он никого еще не встречал. И лучше вас навряд ли он кого-то еще встретит, понимаете? Именно поэтому здесь еще может наблюдаться такой сумбур. Вроде бы каких-то сильно бурных эмоций, да, которые, знаете, как это сказать, накрывают с головой, здесь нет, но есть очень сильная страсть и есть здравое понимание всех ваших положительных качеств. Он видит, насколько вы прекрасны. Вы умны, вы красивы, вы вкусно готовите, вы хорошая хозяйка, вы умеете общаться, вы умеете конструктивно вести диалог. И это все ему нравится, понимаете? Это все, что его привлекает. А что на бессознательном, что на подсознании к вам? Какие истинные чувства у него к вам? Император. Рядом с вами он почувствовал себя настоящим мужчиной. Но смотрите, если мужчина женат, здесь, посмотрите, идут чувства к пентаклевой королеве. Во-первых, он может быть не свободен, да, здесь, скорее всего, на несвободного мужчину вы смотрите, почему и неопределенность, но именно рядом с вами он чувствует себя настоящим императором. Он чувствует себя настоящим мужчиной. Да, он любит свою супругу, но он понимает, что вы с ним, почему он так оценил вас по достоинству? Потому что вы идеально с ним друг к другу подошли. Здесь прям, знаете, вот как конструктор, как пазл сложился. Он понимает, что вы ему идеально просто подходите. Он понимает, что вы его, грубо говоря, понимаете с полуслова, с полувзгляда. Здесь все просто сочетается как нельзя лучше. Именно поэтому в вашем обществе он чувствует себя настоящим императором. И он с удовольствием примерил бы на себя эту роль. Но здесь чувство вот к этой пентаклевой королеве. А что он вам демонстрирует, как он показывает, да, что он внешне проявляет? А внешне он может быть очень закрыт. Скорее всего, да, скорее всего, смотрите на женатого несвободного мужчину, и проявляет он себя как друга вашего, да, от чувств, от эмоций он закрыт. Если проявляет какую-то влюбленность, то очень по-детски. Это может быть улыбка, это может быть предложенная чашка чая, это может быть какой-то комплимент. Вот совершенно детский, совершенно робкий, потому что от своих эмоций, да, которые истинными даже являются, он закрывается, потому что здесь он робеет. А давайте посмотрим, почему. Ну, здесь понятно почему, потому что он не свободен, и, судя по всему, он порядочный.
А почему? Потому что он старается удерживать себя в состоянии баланса, в состоянии равновесия, потому что ему важно не выдать себя, потому что отношения с вами, если завяжутся, то они будут тайными. А супруга его, вот она, мечевая королева, она имеет над ним власть. И он любит ее, скорее всего, и за то, что она и власть имеет. Но здесь, знаете, когда супруга выходит мечевой королевой, да, в мечевой масти, это символизирует то, что она вот прям тиран-диктатор. Но такую он ее любит, да, она его устраивает таковой. Но под ее вот этим диктаторством он не может себя чувствовать настоящим мужчиной, несмотря даже на то, что он ее любит. А вот с вами он чувствует себя настоящим императором. Но опять же, из-за того, что и боится, побаивается ее, и робеет, и порядочным-то он является, он все эти эмоции демонстрировать вам не будет. Поэтому вот третья позиция, увы и ах. Вот такие чувства на сегодня у троечек. Я благодарю всех за просмотр. Буду безумно рада и благодарна обратной связи. До встречи с вами в новых видео. Всего доброго.